Сегодня рисуем цветок камелии. Работаем на рисовой бумаге минеральными красками. Поскольку камелия сама по себе светлая, белая, рисовать ее буду на фоне. Вы можете взять рисовую бумагу цвета антик или же покрыть ее сами цветом. Я оставлю в конце видео линк на урок, где покрывала лист рисовой бумаги цветом. Мы же начинаем рисовать белую камелию. Кстати, сегодня открою вам такой лайфхак. У меня закончился белый цвет в наборе минеральных красок, и сегодня я буду пользоваться гуашью вместо белого минерального цвета. Итак, я набираю на кисть. Кистью я пользуюсь среднего размера, мягкой кистью. Влаги на кисти достаточно, но не с излишком. Белый цвет набираю не самый густой, но и не светлый, не так, чтобы его не просвечивало. Мазок кисти в основном в виде капли, и в основном он двойной. То есть я начинаю движение с кончика кисти, затем прижимаю кисть к пяточке и делаю в основном два таких мазка, чтобы образовать лепесток, который, в принципе, в основном будет напоминать форму сердечка. Сколько делать лепестков? Лепестки я делаю в данном случае два ряда. Сначала первый основной ряд, а затем второй задний ряд. Так наращиваю лепестки. Камелию, которую я сегодня рисую, это разновидность японской камелии. Очень красивого окраса, белая с такими красивыми красными прожилками, которых может быть либо достаточно много, либо менее. Мы рисуем камелию сейчас в двух ракурсах, когда ее нам видно прямо в лоб, и затем, когда она немного развернута. Также мы нарисуем и бутон. Сейчас заканчиваем второй ряд. Как вы видите, некоторые лепестки я просто им создаю контур, затем заполняю его цветом. То есть мазок кисти, он зависит от того, собственно говоря, какую форму вы хотите отобразить. Сейчас я желтый смешаю с белым и добавлю немного зеленого. И так заполню серединки цветов. И не только серединки, но и заложу основы для создания объема. То есть некоторые уголки, для создания света и тени я заполню вот этим вот цветом. И так мы получим с вами объем. Когда я подчеркну те места, которые я считаю более актуальны для этого, это, как правило, участки между стыками лепестков и либо под лепестком, либо там, где лепестки первого и заднего ряда смыкаются, но не везде мы это делаем выборочно. Затем мы возьмем немного воды и растушуем краешки. Теперь мы добавим в прежде полученный желто-зеленоватый оттенок на белой основе немного бордового цвета, только не так, чтобы он был слишком насыщенный, не слишком яркий. И еще заполним поверх того цвета, который уже был, серединку. И затем добавим поярче бордовый и еще раз уже заполним серединку в самом центре этим цветом. Теперь заложим основу прожилок. То есть сейчас мы рисуем светлую часть прожилок, то какая-то из них будет более светлее, какая-то более темнее. То есть имейте в виду, что в будущем вы положите еще один слой прожилок. То есть вот этим цветом, это цвет, который мы получили от смешивания белого, желтого и зеленоватого и бордового, тот, который более светлый, а не более темный оттенок, мы вот им рисуем прожилки на лепестках. Лучше всего, конечно, иметь какой-то референс перед глазами. Я использовала фотографию, которую нашла в интернете, чтобы, когда вы не очень сильно знакомы с строением какого-то цветка или у вас нет натуры перед глазами, пользуйтесь лучше референсом. И сейчас нарисуем с вами бутон. Бутон создается по тому же самому принципу, как и
цветок, то есть по тому же принципу мазков, только, естественно, он сжат, потому что это бутон. Бутон мы нарисовали для того, чтобы изобразить жизнь цветка, то есть он сначала он является бутоном, а затем он распускается. И сейчас мы рисуем с вами ветки. Ветки рисуем мы мазком эта линия от точки до точки. Для более толстой линии более прижимаем кисть, для более тонкой линии менее прижимаем кисть к бумаге, то есть оказываем на нее меньше давления. И используем для этого темно-коричневый цвет. Теперь смешаем темно-зеленый цвет с изумрудным и будем рисовать листья камелии. Для этого мы начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисть к бумаге и опять возвращаемся к кончику. Выполняем рисование листьев в двойной мазок, то есть мы нарисовали один такой мазок и с другой стороны к нему подрисовали еще один такой же. И таким образом образуем форму листьев. Затем мы еще нарисуем на них прожилки. Часто пересекайте объекты между собой, это вот актуально для листьев, тогда это даст больше объема на композиции. Теперь мы уже работаем темно-бордовым оттенком и малой жесткой кистью, которая не возьмет на себя много воды. Здесь уже нужно будет поработать детально и достаточно долго. Это отнимет время. Мы заполнили немного еще серединку темно-бордовым и сейчас начинаем уже прорисовывать окончательный слой прожилок. Как я и говорила, здесь уже лучше иметь перед глазами референс, потому что какая-то часть вот этой самой красоты этого цветка, где-то они очень достаточно толстые, эти прожилки, где-то они просто являются точкой, где-то тонкой линией, где-то толстой линией. То есть тут уже мать природы была творцом и художником всей этой красоты. И если нет перед глазами натуры, то используйте референс. Единственное, что повторю, что здесь нужно, чтобы воды на кисти было мало, но малая кисть и жесткая на себя воды много не возьмет, но все равно лучше иногда проверять себя об салфетку или кусочек рисовой бумаги, прежде чем сделать мазок на самой работе. Так мы поступаем и со вторым цветком, и с самим бутоном. Можно проработать чашечку бутона, которую мы нарисовали светло-салатовым оттенком, немного придав контура темно-зеленым цветом на очень красивые вот этой чашечки, как бы почечки, из которой вырастает бутон камелии. Теперь темно-зеленым цветом, тонкой линией и той же самой кистью мы рисуем прожилки на листьях. Можно и обвести их легким контуром, если вы хотите, но это уже по желанию. Можно этого и не делать. Теперь, когда серединки уже подсохли, мы берем на ту же самую кисть белый цвет и тонкими линиями, немного под наклоном, в данном случае это все зависит от ракурса цветка, мы рисуем сначала задний ряд этих тычинок, а затем, когда он немного подсохнет, сверху накладываем следующий верхний ряд тонкими линиями, и затем, смешав белый цвет с желтым, потому что желтый цвет сам по себе весьма прозрачен, просто оставляя маленькие точки, делая это весьма, так можно сказать, хаотично, даже не обязательно попадать на окончание тычинок, которые мы нарисовали, мы довершаем середину цветка, и это будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии, что бы еще бы вы хотели, чтобы мы вместе с вами нарисовали.